Приветствую вас на своем канале Цветок Персика, и меня зовут Наталья. Сегодня я хочу поговорить о цвете, который, несомненно, очень важен для формирования композиций в скульптурной живописи. Для того, чтобы разобраться и в помощь себе, мы можем использовать вот такой вот цветовой круг. Он, в принципе, продается в любом магазине художественных товаров, и такая штука очень удобна для того, чтобы понять, какие цвета, которые мы собираемся использовать в своей композиции, будут гармонично сочетаться между собой, а какие не очень. И прежде всего очень хорошо сочетаются между собой монохромные цвета, то есть те, которые в одном цвете, но разной степени размытости цвета. Вот, например, как здесь представлено, вот красно-оранжевый простой цвет, разбеленный, с серым цветом смешанный, с черным цветом смешанный. И так вот тут в цветовом круге все цвета, они уже представлены вот в таком монохромном виде. Можно, в принципе, брать любой цвет и смотреть. Вот эта вот полосочка цветов в каждом вот окошечке цветового круга, она уже будет между собой хорошо сочетаться. Также в круге представлено, вот по центру круга представлены 5 фигур. Это квадрат, прямоугольник, треугольник, треугольник. Так, раз. И если мы будем ориентироваться на каждую из этих фигур, ну, например, мы возьмем триаду, то есть это вот треугольник такой равнобедренный, равносторонний. И если вот стрелочкой, окошечко направим на какой-нибудь цвет, вот в данном случае у нас желтый, то сочетаемыми цветами будет красный и синий. И также модификация этих цветов, то есть разбеленный, перемешанный с черным, перемешанным с серым цветом. Точно так же любую другую фигуру, вот квадрат, если мы возьмем квадрат, точно так же вот показывает на желтый, затем он будет показывать мне на красно-оранжевый, на синий цвет. Ну, в общем, удобно смотреть, ориентироваться по такому кругу для того, чтобы подобрать беспроигрышное сочетание цветов для нашей композиции. Кроме того, всегда очень идеально сочетаются между собой 3 соседних цвета. Ну вот, например, если мы возьмем синий, синий-фиолетовый и фиолетовый, то есть все вот оттенки вот этих 3 цветов в композиции будут идеальными. Если мы будем дальше наш круг вращать, например, рассмотрим какой-то другой цвет, ну вот, например, пойдем от фиолетового через красно-фиолетовый в красный, точно так же оттенки и цвета этой цветовой гаммы будут между собой хорошо сочетаться. Ну вот, например, желтый цвет. Вот. Сейчас мы перекрутим, чтобы в окошечке было видно. Вот через желто-оранжевый цвет, далее через желтый и в желто-зеленый. Точно так же вот эта цветовая гамма в композиции будет между собой хорошо сочетаться. Хорошо, когда по цвету сочетаются между собой как листья, так и цветы. Либо мы делаем какую-то основу, какой-то зеленый фон, выбирая между собой сочетаемые оттенки зеленого, различные его варианты. Еще чем хорош этот круг, если мы посмотрим на оборотной стороне, вот крайняя полоска, она у нас показывает цвет, вторая полоска показывает цвет, который мы смешиваем. И вот смотрим, если мы смешаем желтый с красным, мы получим оранжевый. Но это общеизвестное сочетание цветов. Если мы смешаем желто-зеленый с желтым, получим еще более разбеленный цвет. Например, если смешаем зеленый с желтым, получим желто-зеленый цвет. И вот точно так же, если вращать внутренний круг, подставляя цвета к основному кругу цветов, то мы будем знать, при смешении какого цвета с каким мы получим тот или иной цвет или оттенок. Также здесь представлена таблица оттенков и тонов от 1 до 10 тона. Это про то, что если взять, например, вот такой вот цвет у меня вот есть, он называется нефрит, он очень темный.
Вот он вот такой вот, очень темный. И если я буду разбавлять его белым цветом, то я могу добиться множества разных тонов одного этого цвета. Вот от самого светлого, практически белого, до вот такого темного оттенка. И между собой, опять-таки, вот эти вот все оттенки будут очень хорошо сочетаться. И то есть мы всегда должны помнить, что помимо того, что мы сочетаем различные цвета между собой, мы еще используем такой вариант, когда в рамках одного цвета мы используем различные оттенки. Так, ну без помощников никуда, конечно, не деться. Давай ты пойдешь погуляешь. Давай, иди погуляй. Молодец. Вот, помощники у нас всегда присутствуют. Вот, и поэтому я рекомендую приобрести, ну, иметь такой круг под рукой, цветовой круг, потому что действительно это очень удобно. Тут вот мелкими буквами написано, как триады, и ну, вот по этим фигурам геометрическим сочетаются между собой цвета, что является монохромным цветом, так же как подбирать цветовые сочетания. Представлены типы оттенков одного цвета, правила гармоничного комбинирования цветов. То есть вот даже не владея информацией о том, что является сочетаемым, что несочетаемым, не разбираясь в этом вопросе, имея под рукой вот такой цветовой круг, вы всегда будете знать, что будет сочетаться между собой гармонично, что не совсем гармонично, и все это будете учитывать при формировании своих композиций. Сейчас я хочу показать вам примеры сочетания цветов. Вот, например, такое сочетание, как по триаде. Для этого мы рассмотрим красно-оранжевый цвет, желто-зеленый и синий-фиолетовый. Вот они, три цвета, которые как бы на вершинах треугольника, когда вот мы направляем стрелочкой, они находятся, эти цвета, на вершине треугольника, и значит по определению они у нас между собой гармонично сочетаются. И вот мы возьмем, то есть синий-фиолетовый, вот такой у нас оттенок, красно-желтый, вот такой оттенок, и желто-зеленый, вот такой оттенок. Вот три великолепных цвета, причем мы можем брать их как в чистом виде, так и разбавляя белым, то есть ну, или черным, таким образом добиваясь либо более разбеленного сочетания цветов, либо более яркого сочетания цветов. Еще я хочу показать вам пример монохромного сочетания цветов. То есть вот мы оставим вот такой вот красно-желтый цвет, к нему добавим вот такой вот оранж и вот такой цвет еще более светлый. То есть вот мы видим, что они примерно в одной цветовой гамме, цвета где-то рядом расположены друг с другом в цветовом круге. И вот если сделать какие-то цветы, какие-то композиции, вот такое сочетание тоже будет смотреться прекрасно. Сейчас мы это уберем, и я покажу еще сочетание цветов, которые очень гармоничны друг с другом. Ну вот, например, возьмем такие желтые цвета. Такой вот яркий. Вот такой цвет кари, то есть более приглушенный. И вот такой вот светло выбеленный. То есть то же самое от более темного, такого более приглушенного через яркий к более светлому. Тоже при создании композиции, например, подсолнечник, когда мы делаем какие-то еще желтенькие цветочки, чтобы листики, лепесточки у нас не были одинаковые и скучные, мы вот можем использовать вот сочетание вот этих вот цветов и оттенков, и тогда цветы будут выглядеть более натуральными и естественными. Сейчас опять мы это уберем в сторонку и рассмотрим еще цвета. Вот у нас есть вот такой цвет бордо, розарий. И вот такой еще более светлый цвет. То есть вот тоже монохромное сочетание цвета, которое для цветов, для создания цветов, ну, практически является идеальным. То есть от более
темного, это все холодные оттенки у нас розового представлены, от более темного через светлый и совсем к светлому. Если мы еще будем добавлять различные модификации, то есть разбавление через белый цвет, то будет еще больше различных сочетаний интересных между собой. Сейчас мы это тоже также уберем в сторонку. И рассмотрим еще вариант. Это вот такие более насыщенный вот кирпич цвет. Это у нас ржавчина. То есть в природе есть и такие сочетания цветов. А это у нас медь. То есть точно так же рядом лежащие цвета, но это все равно одна монохромная гамма. И мы через более темный к более светлому. При этом здесь у нас небольшое отличие в оттенках, но все равно вот такие цвета очень хорошо между собой сочетаются. Но опять-таки, повторюсь, они являются яркими в баночках. Если мы добавим белого цвета, будем разбавлять в различной степени белым цветом, то это будет еще более интересно. А на этом у меня все. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в других видео, на других мастер-классах, которые в последующем обязательно будут. И пока-пока.